С 9 по 11 класс я очень сильно начала увлекаться космической индустрией. Моими кумирами были Стивен Хокинг и Илон Маск, но я все уже чувствовала то, что я не смею идти в эту индустрию, потому что она очень сложная, и у меня не было ролевых моделей, но после просмотра фильма «Скрытые фигуры», фильм о женщинах афроамериканках, которые помогали запускать первую миссию НАСА, я очень сильно вдохновилась, и так случилось, что мне очень повезло, на моем веку в Кыргызстане решили запустить миссию по запуску спутника, и объявили набор для девушек, и я, долго не думая, подала заявку и вступила в группу. В программе осталась, потому что в первый день эмоции были на высоте. То есть я сделала свой фонарик, и это было очень офигенно. И в дальнейшем, когда я вспоминала наш офис, я возвращалась туда, думая, что это моя мастерская. Ты девушка, и у тебя есть своя мастерская, где от тебя требуют развиваться именно в техническом плане. И это было круто. В программу я пришла в 2018 году, когда она только начала свое существование. Меня очень заинтересовал именно образовательный компонент и то, что мы, как команда, можем научиться очень многим вещам, таким как программирование, инженерия, проектный менеджмент, инициация своих проектов, а также обучить этому других людей. И я подумала, что было бы здорово, что если наша программа окажется успешной, и мы запустим наш спутник в космос, то мы обязательно передадим наши знания и наш весь опыт образовательным учреждениям Кыргызстана. О программе я узнала от своей сестры. Она к тому времени уже закончила, по-моему, первый поток курсов по спутникостроению. Там, по-моему, базовые курсы назывались. И мне стало очень интересно, и я решила присоединиться. Получается, в июне, если не ошибаюсь, был еще какой-то курс, и я попросилась к девочкам, и меня, к счастью, приняли. Я пришла в программу, потому что мне было интересно заниматься техническими проектами, потому что мне нравилось разбирать компы, заниматься с техникой как-то. Вот. И я пришла изначально как тренер по Arduino, по пайке и по программированию. В конце первого курса я прошла базовые курсы, которые проводила программа. Я посмотрела, как работают девочки, какова их цель, и мне захотелось стать частью этой программы и сделать самое главное свой вклад, и поэтому уже 2 года я спутникостроительница. Это было в 2018 году, и я тогда подумала, что это хороший шанс, и, наверное, пришли бы все, если бы имели возможность. А тогда я получила к этому моменту минимальный опыт в программировании, и тогда был набор, и если мы пройдем 2-недельные курсы по Arduino успешно. Вот я прошла и воспользовалась этим шансом. Сначала мне было просто интересно, скорее даже любопытно, потому что когда я в первый раз прочитала про набор и открытие программы, мне казалось это чем-то нереальным, что вот спутник будет строить в Кыргызстане, где нет никакой космической индустрии и всего такого. Мне казалось, что вот как бы это в какой-то степени бред, возможно. Вот. Но позже я как-то все же пришла, увидела девочек, познакомилась с ними и начала ближе общаться. С некоторыми мы сдружились. Вот. И потом это все затянулось. И теперь Кыргызская космическая программа стала неотъемлемой частью моей жизни, без которой я не могу представить себя, такого, какой я есть. Программа очень уникальная, и за этот период мы научились многим вещам, как строение вообще программы с нуля. То есть это было планирование, бюджет, командная работа, налаживание отношений внутри, да, и внешне тоже. Мы научились создавать коммуникации с другими людьми, общаться с ними, рассказывать про программу и мотивировать девушек. То есть у нас были еще проекты, где мы рассказывали разным девушкам. Это было очень классно, потому что ты смотришь, ты развиваешься не только с технической стороны, и с коммуникабельной стороны. То есть ты учишься со всех сторон.
За 3 года я потянула те знания физики, которых мне не доставало, вспомнила те темы, которые мне были интересны, но я все позабыла. Я подтянула математику, я начала разбираться в документации, я поняла, как работает космическая индустрия, более-менее, поняла, как с ними общаться. Вот, я научилась работать в команде, научилась составлять обучающие программы и научилась общаться с людьми, научилась выступать публично. И это очень много мне дало. А самое главное, наверное, чему я научилась, это работа в команде. Это был мой первый опыт работы, и, к счастью, он был очень успешным. Ты учишься ответственности и доверять своим сокомандницам, и вырабатываешь в себе не только те софт-скиллы, которые важны в рамках этой программы, но и в целом будут очень полезны для будущего. И отдельно у других участниц было чему поучиться. Это Джибек, которая показала, каким должен быть руководитель и как нужно руководить людьми, а также Айзада, которая научила меня писать хорошие тексты. За эти 3 года технически я научилась программировать на Arduino, C++ и на Python, и мы научились делать какие-то более серьезные проекты на Arduino. И самое важное, наверное, софт-скиллы. Это мы научились преподавать людям, в том числе и детям. И мы научились управлять, менеджерить маленькой группой, самими собой. И это очень отличается от того, если бы вы находились в большой компании, где всегда есть люди выше вас, которые все контролируют и, если что, всех спасут. За 3 года участия в программе я научилась очень многому, что, мне кажется, будет очень сложно перечесть. Поэтому могу сказать, что самое главное, чему я научилась, это здоровой работе в команде, к любви и уважению своего окружения, окружающих тебя людей, созданию здоровой рабочей атмосферы и искренней любви к своему делу. И, возможно, научилась также очень многим лидерским качествам, которые сейчас мне очень сильно помогают. За эти 3 года я научилась очень многому. И если не считать там технические задания, там программирование, там 3D-моделирование, пайка и базовые знания там по спутникостроению, кроме этого я научилась очень многому soft skills. На английском есть такое слово. Я научилась презентовать, я научилась писать письма, составлять бюджеты, как находить новые связи, новых партнеров. И еще очень много таких вроде мелочей, но с другой стороны, я не знаю, где бы я еще успела бы этому всему научиться. И мне кажется, еще самое главное, я научилась терпению, потому что этот проект научил меня понимать то, что не все всегда будет идти так, как мы хотели, и очень много событий и обстоятельств могут повлиять на ваш проект. За 3 года я научилась, во-первых, управлять проектами и их инициировать, помогать нашим девочкам в работе, обучать их. Самое главное, чему я научилась, наверное, чему бы я не смогла научиться в другой работе, это быть ментором и советником. Но я считаю, что самое ценное, что я обрела благодаря этой программе, это умение мечтать и мыслить outside of the box, да, то есть не иметь границ своих желаний и мечт, что у нас очень часто встречается в нашей стране. За последние 3 года пребывания в нашем проекте самым большим достижением для меня стало то, что я поборола свои страхи и представления насчет технической сферы и поступила в технический вуз. И далее планирую создать свою жизнь и профессию с ней. Продолжать работать в Кыргызской космической программе. Потом одна из важных целей — это закончить университет
получить диплом и пойти на магистратуру. Пока еще не решила, в какой именно сфере. На данный момент я думаю между инженером окружающей среды и компьютерными науками. Этот проект стал для меня, можно сказать, остановкой, где я смогла пересмотреть планы на жизнь и подумать о том, чего я на самом деле хочу. И я до этого думала, что я хочу продолжить свою работу в сфере инженерии, но потом я поняла, что это не совсем то, чего я хочу, оказывается. И благодаря проекту я поняла, что я бы хотела больше заняться именно частью обучения и вообще более социальными вещами. При нашей поездке в Англию я познакомилась с очень крутыми людьми и еще и с Асель Сатбаевой. И я снова очень захотела поступить в университет, и я надеюсь, что в этом году я готовлюсь, и надеюсь, в следующем году я поступлю куда-нибудь и продолжу свое обучение. После лицея я взяла академический год и попробовала себя в робототехнике и в программировании. Когда я поняла, что меня не полностью интересует и то, я решила попробовать себя в инженерной разработке. Вот. Пока не могу сказать наверняка, чем буду заниматься в будущем. Может быть, я продолжу развиваться в этой профессии, а может быть, выберу другую. Но что я знаю наверняка, это то, что нужно поправить ментальное здоровье и то, что нужно обязательно следить за своим здоровьем. И я обязательно займусь проектом, который сейчас засел мне в душу, и я уже 2 года, наверное, об этом думаю, но пока у меня нет ресурсов для его воплощения. В будущем я, конечно, хочу получить образование высшее по компьютер-сайенс и взять майнер и работать. Благодаря нашему проекту я поняла, что я хочу работать в сфере образования и в сфере социальных проектов, участвовать и инициировать такие проекты в нашей стране. Было бы очень здорово передавать свои знания подрастающему поколению. Также я бы очень хотела продолжить свое обучение, скорее всего, в программировании, либо в инженерном деле. Не могу сказать, что я точно вижу, кем я буду, но я точно знаю, что я хочу быть в STEM, я хочу развивать себя в этой сфере, хочу больше заниматься активизмом, больше заниматься тем, чтобы привлекать девочек и девушек, и женщин в STEM и помогать увеличивать их видимость и показывать всю важность этого вопроса. Вот. Ну и, конечно же, просто радоваться жизни.